Скоро на всех полях World of Tanks начнутся масштабные танковые маневры. В свет выйдет обновление 9.14. 9.14 — это улучшенная физика, полностью переработанный звук, более 20 танков в HD качестве, оптимизированная мини-карта и многое другое. Подробнее об этом в нашем обзоре. Прислушайтесь. Так звучит весенний ветер больших перемен. С выходом обновления 9.14 в мире танков появится много новых, очень естественных звуков. Выстрелы получили глубину и насыщенность. Только послушайте. Рев моторов. Теперь по звуку можно отличить бензиновый двигатель от дизельного и даже услышать, как мехвод переключает передачи. Это стало возможным благодаря вашим отзывам, кропотливому труду разработчиков, а также новой звуковой платформе Audio Kinetic Wise. Она позволяет обсчитывать звуки на отдельном ядре процессора и обладает рядом других преимуществ. В игре переработан практически весь аудиоконтент. Проделана огромная работа над повышением информативности звуков. Вернулся любимый многими звоночек крита, появилась озвучка лампочки. Теперь можно расслышать, откуда был выпущен пролетевший рядом снаряд, а по звуку попадания в танк приблизительно понять калибр и даже определить тип снаряда. Кроме того, разработчики добавили важную настройку — динамический диапазон. Новый функционал влияет на качество звуков и позволяет выбрать между широким и узким диапазонами звучания. Широкий больше подойдет для качественных аудиосистем, узкий — для более простых, например, при игре с ноутбука. Несмотря на все преграды и трудности, несмотря на все рикошеты и непробития, благодаря в том числе и вашим отзывам, в игре появится улучшенная физика. Пустить машину в занос, сделать полицейский разворот и даже перевернуть соперника. Теперь все это возможно не только в гоночных симуляторах, но и в танках. Техника стала двигаться гораздо реалистичнее. Корпус наклоняется, подвеска отрабатывает по полной. Проходить неровности стало проще и быстрее, но будьте осторожны. В пылу борьбы можно перевернуть не только чужой танк, но и свой, поэтому лишний раз подумайте, прежде чем давить на педаль газа. Визуально танки стали более инертными, но объективные тесты показывают, что это не так. Большинство машин сохранили динамику на прежнем уровне, а быстрая техника стала даже шустрее. Общая скорость игры практически не изменилась. В арсенале игроков появился новый инструмент. Если одновременно с пробелом нажать влево или вправо, танк устремится в занос. На артиллерии и ПТ-САУ блокировка гусеницы отключена по балансным соображениям, а неповоротливым тяжам она поможет едва ли. Но нет сомнений, на быстрых танках прием найдет широкое применение. К обновлению 9.14 более 2 десятков машин переработаны в HD качество. Одна из главных новинок — ИС-6. Любимый многими танк не только получил новую шкуру, но и сменил броню. Наибольшим изменением подвергся лоб танка, а также башня. Она стала еще рикошетнее. Т-28 прототип обзавелся крышей. Как следствие, он стал лучше защищен от снарядов САУ и других крупнокалиберных фугасов. Кроме того, теперь каждый владелец прототипа сможет поставить на него вентиляцию. Также HD-модели получили 155-й Foch, Е-25, Nashorn, ряд японцев и многие другие. С обновлением 9.14 в игре появится Париж. Городская карта с множеством высоких строений погружает в бой на улицах, воспетых Хемингуэем. В случайных боях прокатиться по Парижу на танке пока не получится. Карта доступна в режиме «бой до последнего». Но сейчас идет активное тестирование локации, поэтому не исключено, что уже в ближайшем будущем мы увидим Париж и в стандартном бою. Карту «Священная долина» серьезно доработали. Изменения вызваны большим количеством комментариев от игроков. Некоторые холмы поменяли форму, другие — прописку. Моста у нижней базы теперь нет, он переместился выше и соединяет замок и храм. У самого храма стало гораздо больше свободного пространства. Это же касается и противоположного фланга. Путей для атаки здесь стало больше. Мини-карта стала информативнее. Полезный мод с кругами обзора и отрисовки теперь будет в клиенте игры по умолчанию. Зеленый круг показывает текущий обзор машины с учетом установленных на нее модулей и снаряжения, а также перков экипажа. Белый — радиус максимального обзора в игре,
а желтый круг — это круг отрисовки. По нему видно максимальное расстояние отображения любой техники, будь она вражеской или союзной. Его радиус — 564 метра. Доработан предбоевой экран загрузки. В настройках доступно 3 типа отображения, среди которых есть экран с миникартой. Опция помогает узнать свой респаун и заранее спланировать, куда поехать. И это далеко не все изменения, которые ждут нас в 9.14. Благодаря вашему активному участию в тестировании были устранены сотни мелких неточностей, доработан звук, донастроена физика. Вместе мы делаем игру лучше. Удачи на полях сражений!